Что не так с ИП в Польше? Меня зовут Стас, я 9 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. За это время мы помогли запустить больше 300 бизнесов в Польше. В этом видео мы поговорим про ИП. Что с ним не так, какие есть нюансы и риски, и как с этим работать. Ну, что не так с ИП? Во-первых, это налоговая система. Да? Это самая болючая история, с которой к нам приходят на консультации, которая непонятна, если сравнивать ее, допустим, с нашими странами. Непонятно, что делать с ПИТом, с налогом на прибыль для физических лиц, Private Income Tax. Непонятно, что и как работает ЗУС. Он такой запутанный, если вы подойдете на улице к поляку и спросите у него, как правильно оплатить ЗУС на податки ленивым, то он даже не поймет, что вы у него спросили. Вы понимаете, насколько все серьезно? А сейчас вы смотрите это видео и в этом всем разберетесь. Да, ИП — это тема для избранных. Прожил в Польше 9 лет, хочешь открыть ИП, пожалуйста, имея карту поляка, карту резидента, либо еще что-то. Сейчас, конечно, это поменялось, да, и для украинцев есть возможность легально открывать ИП, просто будучи украинцем. Но раньше так не было. И сегодня мне писал один товарищ, гражданин Беларуси, и у него просто рабочая виза, он не может открыть ИП. Да? Ты просто не можешь открыть ИП. Что еще не так с польским ИП? Не так — это ответственность, друзья мои. Ты должен платить в случае чего по всем своим обязательствам, задолженностям и рискуешь всем своим капиталом. Другими словами, если у тебя есть какая-то задолженность перед кем-то, подрядчиком, клиентом, контрагентом, либо есть какие-то проблемы в плане бизнеса, то ты должен покрыть эти проблемы всеми своими деньгами, потому что ИП — это часть тебя. Но есть хорошая новость и есть свет в конце туннеля. С этим всем можно разобраться. Каким образом? Во-первых, есть критерии, которые позволяют вам, просто прочитав которые, вы поймете, что да, вы подходите и можете открыть ИП в Польше. Сейчас это очень просто. Если вы украинец, у вас есть песель УКР, вы можете открыть ИП в Польше. Если вы украинец, у вас нет песеля УКР, но есть документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше, например, виза, либо карта по быту, вы можете открыть ИП в Польше. Если вы белорус, или украинец в том числе, имеете карту поляка, карту долготерминового резидента, вы имеете польское гражданство, ну то вы уже, получается, и не украинец, если у вас польское гражданство. Если вы гражданин РБ и у вас есть виза Poland Business Harbor, вы тоже можете открыть ИП в Польше. Весь список этих критериев, кто может открывать, вы найдете внизу под видео. Следующее — это налоги. Буквально за 30 секунд я вам дам полную базу налогов для ИП в Польше. Есть 3 формы налогообложения. 2 из них мы платим от чистой прибыли. Это значит, что мы считаем доходы и расходы и платим от чистой прибыли. Одна из них от оборота. Это значит, что все деньги, которые зашли нам на ИП, мы с них всех будем платить какую-то ставку от оборота. Итак, первая форма называется скала податкова. Она подходит тем, кто в год хочет зарабатывать до 120 тысяч злотых. Не спрашивайте, почему, или спрашивайте, но только в комментариях, и я отвечу в следующем видео. Вторая форма налогообложения называется податок ленивый. Она подходит более серьезным предпринимателям, которые точно хотят в год зарабатывать больше 120 тысяч злотых. 200 тысяч, 300 тысяч, миллион, 2 миллиона. Дай вам Бог здоровья, если вы столько зарабатываете, и пусть у вас все получится. И третья форма налогообложения — это reach-out от оборота. Она подходит тем, у кого очень маленькие расходы. Ваши расходы настолько маленькие, что вам просто нечего списывать, да, и вам выгоднее заплатить оптом, как бы сразу от оборота. Все, вот вам 3 формы налогообложения. Там есть много нюансов по ЗУСу, по ставкам, но это база, с которой можно начать и дальше что-то гуглить, смотреть другие видео на наших медиа. Ну и последняя ответственность, да, как ее можно перекрыть, это, конечно, правильно работать с ИП, понимать свои права и обязанности и, ну, грубо говоря, не переходить границы. Уметь выставлять фактуры, знать, что такое фактура, просто фактура проформа, фактура заличкова, правильно работать с ватом, понимать лимиты, да, это лимит там в 200 тысяч, допустим, просто не становиться плательщиком ват, работать с наличными, уметь выставлять чеки для B2C клиентов или правильно выставлять фактуры для B2B клиентов. И
Я задал себе вопрос, существует ли способ как-то быстро в этом всем разобраться. Быстро, структурированно, на уровне стратегии, да, не на уровне бухгалтерских каких-то проводок и тезисов, а на уровне стратегии. И, друзья мои, у меня есть ответ, мы его для вас подготовили. Я приглашаю вас на наш авторский курс «Старт и ведение бизнеса в Польше», где мы в пошаговой форме научим вас открывать правильно бизнес в Польше и вести бизнес в Польше. Конкретно на уровне стратегии. Этот курс подойдет для руководителей и собственников бизнеса, для руководителей, которые работают по найме где-то, и вы по найму в Польше, и вам нужно в этом разбираться как руководителю, как директору, допустим, компании. Этот курс подойдет для тех, кто хочет получить профессию бизнес-консультанта и, допустим, заниматься похожим ремеслом, как и мы, помогать запускать бизнесы в Польше, проводить какие-то консалтинговые сессии. И этот курс подойдет для тех, кто хочет найти достойную работу и работать по найму в бухгалтерской, в консалтинговой, в юридической компании, так, чтобы вы пришли туда и знали как минимум столько же, сколько они в налогах в Польше и в культуре ведения бизнеса в этой стране. Всю информацию вы найдете внизу под видео. Я желаю вам хорошего бизнеса в Польше. Действуйте. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!